Всем привет-привет, Танечка, привет. Татьяна Лавне, спасибо большое, что поддерживаешь меня в прямом эфире. Спасибо, Танюш, спасибо. Сейчас немножко настрою. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас очень интересная тема, ну, мнению многих. Во всяком случае, многие спрашивают под видео, какой бы лак для стемпинга, белый, ну или черный, на мой взгляд, лучше. Сегодня я постараюсь вам объяснить свою позицию в этом вопросе, а, потому что вопрос такой, знаете, на самом деле, то есть стоит ли переплачивать за какие-то определенные лаки для стемпинга, большая ли в них разница и вообще есть ли смысл что-то там новое искать, каких-то новых брендов или вот что-то в этом роде. В прямом эфире мы с вами протестируем 4 торговых марки. Это будет лаки для стемпинга белый и черный от Mundo de Uñas, белый и черный от El Corazon, калейдоскоп, и белый и черный от Dance Legend, и также белый и черный от Bon Prix. То есть я подобрала просто, почему именно эти марки торговые я решила взять в обзор. А, Потому что Mundo de Unos это у нас Мексика. Эти лаки действительно по своей консистенции, по своим определенным свойствам отличаются от других, и пока что мне не попадались похожие. Лаки от El Corazon, сколько, скажем так, эта пигментация хороша. Вот. Лаки от Dance Legend мне нравятся. Они, ну, в принципе, так же, как и от El Corazon, они в таком, в среднем сегменте, то есть недорогие, по большому счету, если вот так вот взять. И, ну и китайский производитель Bon Priti, тоже довольно известная марка, хорошо себя зарекомендовала, на мой взгляд. Вот. Это из, скажем, Поднебесной на сегодняшний день это для меня самые комфортные лаки в работе. То есть я сейчас не говорю о том, что там лучше, хуже, знаете, вот это вот такие моменты, как, например, быстро сохнут или там не успеваем отпечатывать. В стемпинге, в принципе, скорость, она тоже, как говорится, в стемпинге, в принципе, скорость, она тоже, как говорится, важна, но с учетом того, что сейчас многие дизайны, стемпинг дизайны мы переносим на ноготки, либо на типсы при помощи праймера или же при помощи клея для фольги. Ну, то есть мы создаем какой-то липкий слой на поверхности и затем уже переносим стемпинг рисунок. Поэтому вот это вот, скажем, вот такая, как это, такая способность долго не сохнуть, да, у лаков для стемпинга, она по большому счету уже не столько актуальна, потому что вот вспомните, например, 2-3 года назад очень многие и блогеры, девочки, да и вообще, в принципе, девочки, которые любят стемпинг, они тестировали именно лаки для стемпинга, и очень часто можно было услышать такую фразу: лак быстро не сохнет, то есть им сможет работать даже новичок. Ну, то есть этот, такая, скажем так, такое заключение, да, лака для стемпинга, оно для многих уже сразу в голове: о, надо брать хорошие лаки для стемпинга. Сейчас, по большому счету, мы смотрим уже только на пигментацию именно, да, насколько тот или иной лак пигментирован, то есть как хорошо он смотрится и на светлой, и на темной подложке, потому что вот эта вот скорость в работе, перенести рисунок именно на штамп, а уже на типс или ноготок можно перенести рисунок при помощи создания липкого слоя, используя праймер или, ну, скажем так, клей для фольги. Девочки, здравствуйте, поздороваюсь с вами со всеми. Ирина Васильева, добрый вечер, Ирина.
Очень приятно. Татьяна, очень интересно, кто победит. Да, я скажу в конце видео, мы с вами посмотрим прям вот все типсы. Я подготовила белые типсы, черные типсы. Посмотрим, кто же, да, действительно из этих марок в лидерах по пигментации. Да, мы сегодня говорим именно о пигментации. Так, Ирина Шниппер, наверное. Извините, если я вдруг неправильно прочла. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Ирина. Обожаю ваши прямые эфиры. Спасибо большое. Спасибо большое, что поддерживаете меня в прямых эфирах. Вот Танечка Лавнелс, это тоже блогер. Я думаю, что вы знаете, тот, кто меня смотрит, мой канал. Я очень часто говорю о Тане. Вот тоже проходите. Это тоже любитель стемпинга, еще тот. Татьяна вот пишет, полностью согласна, неважно, как быстро сохнет, важна скорость перенесения на штамп. Да, все верно. Полина Обласова, добрый вечер. Здравствуйте, Полина. Ну что, девочки, не будем затягивать. Я сейчас переключаю камеру и, значит, как я сказала, мы сегодня тестируем с вами 4 торговых марки. Также я подготовила обычные лаки, ну то есть белый и черный, это абсолютно обычные лаки, просто для бы посмотреть вот это вот, насколько лаки для стемпинга действительно пигментированы. Так, значит, переключила камеру. Я надеюсь, вот так вот. Для чистоты эксперимента, значит, я буду использовать только одну пластину. Также я буду использовать только один штамп для стемпинга и также буду использовать только один скребок. То есть все отпечатки мы будем делать с вами вот только, ну, единственное, что будет меняться у нас, это лаки для стемпинга. Почему? Потому что, сами понимаете, гравировка уплотняет с вами всеми лаками для стемпинга. Только один штамп, и вы знаете, что у меня много двойных штампов, ну вот верхних его частей, но тем не менее мы будем также от штампа очень много зависит. То есть насколько штамп липкий, насколько он, скажем так, мягкий, от этого тоже зависит качество переноса рисунка. Ну и, соответственно, скребок я тоже буду использовать совсем ну, вот один на всех. Почему? Потому что от скребка тоже может так или иначе зависеть качество отпечатанного рисунка. То есть там жестче скребок, мягче скребок. Во всем остальном, я думаю, конечно, чистота эксперимента, я понимаю, что тут должно быть все машинально, но, думаю, мой опыт в стемпинге позволит, скажем так, вот это вот уже движение у меня, оно доведено до автоматизма, нажатие и скребка, и нажатие самого штампа, поэтому я думаю, здесь погрешность будет минимальной. Итак, берем первые два типса, белый и черный. Девочки, я потом это все дело, конечно же, ближу. Сейчас, одну секунду, немножко я поправлю. Так, а меня хорошо вообще слышно, да? Меня хорошо слышно? А то, может быть, я там... Пожалуйста, дайте мне знать, хорошо ли меня слышно. Так, вот, я думаю, чуть позже я все это дело приближу, просто чтобы вы видели сам процесс сейчас. Я думаю, это как бы немаловажно. Надеюсь, слышно хорошо. Не вижу обратной связи. Отлично, слышно отлично. Спасибо, Нюш, спасибо. Так, все лаки, перед тем, как их сейчас использовать, я хорошенько встряхиваю, да. Ну и поехали. Первая, значит, первая торговая марка, которую будем использовать, это Mundo de Uñas. Этим лаком уже приличное количество времени, но я не спешу, мне нравятся эти лаки, но я не спешу делать еще заказ, потому что я заказывала, ну, я много заказывала именно в это я распечатала прям совсем новые флакончики, также для чистоты эксперимента. Итак, белый лак компании Mundo de Uñas. У них
такая, знаете, прям очень густая консистенция. Вот вы видите сейчас даже а, на самом а, на самой пластине, насколько плотный лак. Отпечатываем. Почему я выбрала именно этот рисунок? Тут есть и тонкие линии. Ну вот, видите, получается, что заболталась. Давайте еще раз попробуем. Тут есть и тонкие линии, тут есть и а, полые элементы, да, то есть поэтому именно поэтому я выбрала этот рисунок. Так, дубль 2. Ну, это прямой эфир, девочки. Тут, как говорится, тут либо мы болтаем, либо работаем. Так, перенесли. Отпечатали белым. Это белый Mundo de Uñas. Теперь очищаю пластину. Возможно, немножко может как-то потрясывать. И следующим будет у нас черный лак от Mundo de Uñas тоже. Он густеет, да, со временем, но на самом деле достаточно, ну, то есть вот если взять, например, старый флакончик, который я многократно, скажем так, открывала, закрывала, он, наверное, погуще будет, но тем не менее, если его растрясти, то лак опять становится таким, как нужно. Это черный. Так, вот отпечатали. Угу. Мне нравятся эти лаки, конечно, у них очень такая вот густая консистенция, очень густая. Она даже немножко такая маслянистая. Со временем лак немного расслаивается, но опять-таки этим грешат на самом деле многие лаки для стемпинга, поэтому не лежали у меня в закрытые полностью в пленке, то есть зафальцованными, и вот буквально я их открыла. Ну вот видите, с ними абсолютно ничего не случилось. Да, густенькие, но тем не менее все отпечатывает, все хорошо. Так, итак, эти вот два экземпляра у нас от Mundo de Uñas. Девочки, наверное, вот так вот видно, да? Сейчас пока смысла нет что-то говорить, да, нам нужно отпечатать хотя бы еще какую-то торговую марку для того, чтобы это дело сравнить. Давайте следующая будет у нас пластина это от Апротега. Недавно только вот тестировала эту пластину. В пластинах, в принципе, я абсолютно ими довольна. Качеством их гравировки. Чтобы мне не запутаться, я, наверное, буду складывать как-то. Нужно как-то вот так вот сложить, наверное, чтобы и вам было видно, и мне более-менее видно. Следующую торговую марку, которую мы возьмем, это будет от Калейдоскоп. Я взяла опять-таки новые флакончики, потому что у меня есть старые. Конечно же, этими лаками я пользуюсь очень давно. Ну, то есть они в моей коллекции. Недавно я, кстати, обновила коллекцию. Вот, и эти флакончики новые. Вот как раз посмотрим, как ими получится отпечатать. Да, с этими лаками, конечно, нужно работать быстрее. Но я еще раз напомню, да, что так как мы сейчас, в принципе, уже стемпинг переносим в основном на липкий слой, то есть скорость, она уже не столь актуальна. И основное, что мы хотим именно в этом прямом эфире разобрать, это пигментация. Многие девочки спрашивают, посоветуйте белый или черный той или иной марки, какой лучше. Девочки, чуть позже я выскажу свое мнение по этому поводу. И думаю, в принципе, после тестирования вы поймете, почему у меня такая точка зрения.
два оттиска, это с лаками калейдоскоп. Вот они стоят следующие. Так, следующее мы с вами берем лаки от Dance Legend. Также белые и черные. Типсы подготовила, но... Так. Угу. От Dance Legend мне нравится, во-первых, то, что это быстрая доставка у них, ну, бюджетная, да, ну, не такая уж прям дорогая цена. На самом деле у Эль Corazon за счет больших флаконов цена более привлекательна. Мало того, у них на сайте очень часто бывают различные скидки, акции. У Dance Legend это тоже есть на сайте, но у них тут флакончики поменьше. Но, как я еще раз, наверное, скажу, да, все-таки мы, наверное, тут больше пытаемся именно о пигментации речь вести. Вот. Стоит ли, конечно, почему для многих почему многие ищут очень хороший белый, либо очень хороший черный? Вот посоветуйте прям белый, посоветуйте прям очень хороший черный. В гель-лаках я, например, понимаю, в чем соль. Ну, именно гель-лаки, гель-краски, например, для рисования или вот что-то для китайской росписи. Но в лаках для стемпинга, как вы собственно, увидите чуть позже. Разница настолько минимальна. Видите, со всеми, в принципе, лаками я успеваю. Ну, то есть, если я не болтаю, то, ну, особо, скажем так, не болтаю, то я успеваю. Я тестировала это. Почему мы отпечатываем именно один рисунок для чистоты эксперимента? Это для тех девочек, кто только сейчас зашел. То есть одна пластина, один штамп для стемпинга, вот я его постоянно очищаю, и один скребок также. Следующее, то есть мы отпечатали с вами 3 торговых марки: Mundo de Uñas, Калейдоскоп от Эль Corazon и Dance Legend. И у нас остается Born Pretty. Born Pretty это китайский производитель. Я специально заказала вот 2 флакона, вот эти вот новые лаки в их старом формате. Их очень сложно найти сейчас даже на Алиэкспресс. У официалов их, по-моему, вообще нет. Но на Алиэкспресс можно найти именно вот такие вот флаконы в старом формате. Но найти их уже очень сложно. Тем не менее, мне нравится именно в старом формате, хотя по большому счету в новом там тоже, знаете, каких-то сильных отличий нет. Мне просто нравятся именно вот эти вот флаконы. Во-первых, тут и хороший объем, 15 миллилитров, и они много места просто не занимают за счет вот своей вот этой вот формы. В отличие, скажем так, от Эль Коразонов, из-за того, что флакончики круглые, они занимают много места. У Dance Legend тоже вот такие вот флакончики, они сами по себе поменьше, но тоже занимают очень много места. У Mundo de Uñas в этом плане тоже попроще, то, что квадратные флаконы, и в моих боксах для хранения занимают мало места. Так, и отпечатываем с вами Born Pretty. Так, один. И черным. Также, кстати, мы, как я показывала в начале видео, мы отпечатаем с вами 2 оттиска, сделаем 2 отпечатка обычными лаками, просто вот совсем обычными лаками.
иногда я этими лаками, вот, так, поэтому они у меня есть. Им тоже 150 лет. Ну, то есть стоят, как говорится, кушать не просят. Единственное, да, место занимают. Ну, а так, собственно, чё ж. И у нас нам остается сделать еще два отпечатка, и после этого мы с вами сравним. Это обычные лаки для ногтей. Ну, вот тут супершайн какой-то вот есть, ну, не знаю там уж насколько он супершайн. И железная твердость, это также у элькоразонов, вот обычный белый лак. Ну, то есть это лаки не для стемпинга, тем не менее, вот хочу их тоже отпечатать, чтобы видеть разницу. Так, а где у меня? А вот он. Сейчас протру еще раз. Девочки, пожалуйста, напишите, какие у ваши любимые лаки там для стемпинга, скажем, из Поднебесной, да, может быть, есть какие-то именно лаки, которые, ну, от российского производителя или там еще от какого-нибудь производителя. Видите ли вы разницу в этих лаках? Так, это вот обычный лак для ногтей, не лак для стемпинга. Так, и последний отпечаток. Я надеюсь, я надеюсь, последний, если не нужно будет еще что-нибудь отпечатать. Так. Да, обычными лаками тоже можно отпечатывать рисунок. Но здесь немножко не очень чисто сняла. Но нам же главное вот посмотреть, да, на оттиск. Так, вот, пожалуйста, все, мы отпечатали. Так, убираю пластину для стемпинга, очистила, убрала. Все, давайте поможете. Я понимаю, конечно, то, что камера может немножко, скажем так, не совсем четко передавать всю картинку, но я очень надеюсь, что вам все будет хорошо видно. Так, я, наверное, буду приближать все-таки, чтобы вы видели. Так, ладно. Берем, значит, белый от Mundo de Uñas и берем белый от El Corazon. Вот я вот так вот, наверное, сейчас подвину все это дело, чтобы вы тоже видели, что я ничего там не подтасовала, ничего не, я не знаю, там никому не добавила, не прибавила, но просто смысла я в этом абсолютно не вижу никакого. Но тем не менее, может быть, у кого-то сомнения возникнут. Так, вот, вот и вот. Ну, немного, может, там не помещаются. Вот давайте возьмем белый от Mundo de Uñas на черной подложке. Все типсы черные и белые, они все одинаковые абсолютно. Вот. И возьмем белый от Калейдоскоп. Вот, видите? Видна ли вам разница? Думаю, здесь больше, если вы обратите внимание, именно на полой части, ну вот полая часть рисунка, у Mundo de Uñas она полностью вся вот белая, ну вот прям белая. У El Corazon вот здесь вот по центру есть небольшой такой вот, ну, темненький просвет, скажем так, белый, немножко просвечивает. Ну, это полый рисунок, и, скорее всего, именно вот здесь вот по центру был больше снят материал. Ну вот, пожалуйста, насколько тот или иной цвет белее. Вот мне, например, если смотреть не через камеру, то Mundo de Uñas, он прям вот, знаете, прям вот белый-белый. Вот он реально прям белее. Здесь, то есть, немного, но
Не то, что просвечивает черный, нет, как вы сами видите, черный цвет полностью перекрыт. Но, скажем, из-за того, что стемпинг рисунок тонкий, да, вот где-то все равно вот по центру, во всяком случае, вот тут погуще, сам по себе погуще лак, и вот, пожалуйста, вот сам рисунок, он получился более цельным. Не знаю, вот так вот, наверное, видно, нет. Мы сейчас сравниваем именно белые лаки. То есть, если, например, брать Mundo de Uñas и El Corazon, то я, например, вот именно по пигментации здесь лучше на мой взгляд, у Mundo de Uñas. Давайте возьмем так, наверное, вот так вот. Вот так, вот так. Вот на самом деле, вот здесь вот видите, если, например, вот далеко я ставлю типсы, вот видите, вот тогда вот видно, что вот этот как-то более серее, что ли. Не знаю, как это вот показать. Какой-то он более, чуть-чуть, он белый, но вот немножко, немного, немного вот отдает, просвечивает где-то там. Вот, пожалуйста, Dance Legend. Да, и вот здесь вот сразу прям видно, насколько Dance Legend, скажем так, менее пигментирован, нежели Эль Corazon. То есть вот как я и говорила, у калейдоскопов у них пигментация, ну, покруче будет, то есть больше пигмента. За счет этого эти лаки, они, конечно, быстрее высыхают. Но если мы сейчас говорим именно о пигментации, то здесь вот, если сравнивать с Dance Legend, то уже вот прям сильно видна разница. Если у Mundo de Uñas и Эль Corazon, да, разница видна, но это, знаете, это вот прям надо так вот прям приглядываться, прям докапываться, то здесь уже, как вы видите, разница очень сильно видна. И вот давайте возьмем отпечаток от Born Pretty добавим. Вот, пожалуйста, практически одно и то же. Dance Legend и Born Pretty. То есть, да, понятно, что по центру, так как это полурисунок, ну вот видно, что и там я сняла материала одинаково. Ну, то есть у меня нажим, в принципе, уже доведен до автоматизма. Нажим штампа, нажим скрипка, поэтому вот, как вы видите, даже вот здесь вот по этим двум отпечаткам понятно, что и вот тут лака было снесено побольше, нежели, скажем, вот по контуру самого рисунка. А, Born Pretty вот абсолютно одно и то же, на мой взгляд. Абсолютно. Ну и давайте вот еще один отпечаток. А вот так выглядит отпечаток, конечно, обычного лака. Не для стемпинга, а просто обычного лака. Ну, тут понятно, да, что пигментации очень мало. Ну, то есть это вот чисто для сравнения. Поэтому, что я могу сказать? Если вам прям нужен кипельно-белый и прям вот такой вот маслянистый, густой лак, который долго не сохнет, и он хорош по пигментации, вот все в нем хорошо, единственное, есть ну, такой вот незначительный, скажем так, посторонний запах непонятный, какой-то он такой вот каучуковый, может быть, или вот что-то, но он, ну вот лично мне он особо не мешает в работе. Тем не менее, он присутствует, и все остальное, пигментация, скорость высыхания у Mundo de Uñas, это, конечно, на высшем, ну, они молодцы. То есть пока что вот мне не попадались лаки для стемпинга вот такого же качества. То есть их я на самом деле не могу сравнить ни с какой другой маркой. Ни с какой другой. Они недорогие. Единственное, что там, это нужно заказывать из Мексики. Там будет у вас доставка, ну, там в зависимости от количества, от объема, в зависимости от страны, в которую вы заказываете. Вот. А все остальное, в принципе, лаки довольно достойные, лаки для стемпинга. Если мы говорим среди российских, ну, то есть производителей, но в данном случае я брала калейдоскоп от Эль Corazon и Данслиген, то по пигментации, конечно же, здесь калейдоскоп явно выигрывает.
по белым оттенкам. Мы сейчас именно по белым оттенкам. Если сравнивать российского производителя и китайского производителя Born Pretty, да, Dance Legend и Born Pretty, то тут прям вот один в один. Вот все прямо абсолютно одинаково. Ну, я лично никакой разницы не вижу. А вот теперь скажите мне, девочки, вот положа руку на сердце, вот вы себе представляете такую картину? Вот к вам подбежал кто-то, да, там какая-то девушка подбежала и говорит: ой, у вас там стемпинг рисунок, как здорово, лаком для стемпинга от Муда Дунис. Ну вот вы себе такую представляете картину? Ну лично я нет. Ну, навряд ли такое вообще может быть. Ну, то есть, по большому счету, вот если это черные подложки, да, как часто мы используем, в принципе, черные подложки. И вот чтобы такая ситуация произошла на улице, и чтобы вас как-то отметили, что, ой, какой белый, наверное, это мундусы, ну, я не думаю, что такая ситуация может быть. И, и ну, отличить как-то, я не знаю, вот зрительно на улице, на расстоянии вытянутой руки белый, ну вот он и в Африке белый, скажем так, и навряд ли кто-то как-то сможет их идентифицировать, скажем так, между собой. Теперь давайте перейдем к черным цветам. И вот здесь вот, например, я вообще могу, вот, например, я вообще могу, вот, если честно, их можно было бы не отпечатывать, потому что я вот так вот, наверное, все вместе их поставлю, потому что тут сравнивать даже, ну вот, нет смысла, правда, просто нет смысла. Черные на белом, они все черные, понимаете? Ну вот они черные. Сказать, что какой-то чернее там, да, или какой-то там, не знаю, там не чернее, ну вот если только, вот даже посмотрите, даже лак, который обычный, не для стемпинга, на белом фоне, в принципе, вполне прилично смотрится. Это обычный лак, самый что ни на есть обычный, там у меня уже, я не знаю, там сколько осталось. Вот, то есть на белом фоне черные, так они вообще все как близнецы, и здесь вот как-то, не знаю, делать какой-то вот прям акцент, вот, пожалуйста, берите вот именно такой. А, я бы только отметила, наверное, от Born Pretty черный, но он сам по себе просто, знаете, они черные все, но просто он, он новый у меня, да, вот он новый, жидкий такой вот, он сейчас пока что жидковатый, старый-то он вообще, ну вот, видите, то есть старый он немножко загустевший. Вот, он новый, и вот тут, наверное, да, там отпечаток, он такой вот прям ярко выраженный. Ну, я думаю, что с Элькоразоном просто у меня получился такой не очень, скажем так, вот, например, по тонким линиям это видно. По полому рисунку, так они все как близнецы, если рассматривать именно полурисунок. А вот именно по тонким линиям, вот здесь вот тут Элькоразон, ну, я думаю, у калейдоскопов очень много пигмента в лаках для стемпинга, поэтому они, конечно, быстрее подсыхают. Ну вот если мы, например, смотрим по полому участку, ну вот все они черные. И вот скажите, вот если, например, я сейчас вот так вот перепутаю типсы, да, ну понятно, и мы будем смотреть только на вот эти вот полые элементы, вот кто сможет отличить, кто и где тут и какой лак был отпечатан. Даже, в принципе, даже лак, который обычный, не для стемпинга, абсолютно нормально смотрится на белой подложке. Мне очень часто задают вопросы, какой черный, какой белый лучше. Ну вот именно вот такие вот вопросы задают. Девочки, ну вот на мой взгляд, так, что-то у меня тут. Вот. На мой взгляд, понимаете, вот если вам комфортно работать с тем или иным лаком для стемпинга, то, в принципе, вот зачем чего-то искать лучше? Потому что я думаю, что, ну не то, что думаю, а я знаю, да, вот у Beauty Big Bang, у Николь Дари, а, там еще вот есть этот, как его, Планета Nails, Planet Nails. Ну, то есть, как бы
у лаков плюс-минус будет одинаковая пигментация. И да, может быть, кто-то будет чернее, может быть, кто-то белее, но это будет, еще раз говорю, плюс-минус, знаете, ну вот настолько это вот незначительно, что по большому счету, ну, есть ли смысл вообще покупать какой-то дорогой лак для стемпинга? Да, он, ну возьмете вы дорогой, ну вот будет он у вас прям кипельно-белый, да, в нем очень будет много пигмента и все такое, но я не думаю, что кто-то это как-то визуально, зрительно, да, там на расстоянии вытянутой руки заметит. Я ни в коем случае не призываю вас приобретать какие-то совсем прям дешевые лаки, которые а, ну, не знаю, там действительно у них будет страдать пигментация. Ни в коем случае вас к этому не призываю, но есть на AliExpress проверенная марка. Я знаю, что также очень многие хвалят The Joy. А, э, но вот оказывается, ну, то есть эти лаки, они смазываются чуть ли не всеми базами, не всеми топами, то есть именно смазывается рисунок. По пигментации, не спорю, они, возможно, и хорошие, но видно, что-то в их составе, как, ну, как по мне, не хватает, поэтому дальнейшее просто вы в работе будете постоянно мучиться. Если лак смазывается, то, ну, какой смысл? Поэтому, как по мне, вот у меня есть проверенные марки, и многие мне тоже там вот писали, закажите с Joy, потестируйте, хорошие лаки и все такое. Девочки, вот я, наверное, уже не настолько, наверное, может быть, молода и креативна. А, Мне, конечно, проще заказать доставку по России. То есть эти лаки, ну, я сказала, что калейдоскопы, например, меня устраивают по пигментации. С Данс Легендными мне, в принципе, тоже удобно работать. Я люблю эту марку и просто чисто вот поддерживаю ее как-то, скажем так. Мне нравится то, что они сейчас взялись за стемпинг, они сейчас выпустили там еще новые цвета лаков для стемпинга, и, возможно, в скором будущем мы с вами их также посмотрим. То есть, вот, мне просто нравится. У калейдоскопов у них вообще, в принципе, шикарная линейка, шикарная палитра лаков. И я также тоже заказываю эти лаки для стемпинга, полностью ими довольна и поддерживаю также эту марку покупками. Born Pretty также не перестаю заказывать, то есть если у меня заканчивается, то заказываю, какие есть. Но мне нравились вот именно вот эти вот флаконы. У меня есть, конечно, в новых флаконах, вот они, вот такие вот. Тут мне не все, скажем так, оттенки нравятся, тут и флакончики сами по себе поменьше, но тем не менее тоже нет, какой-то цвет заканчивается, а вот он нужен, то обязательно заказываю. Ну вот, девочки, скажите сами, вот, пожалуйста, вот, как говорится, на ваш суд, есть ли смысл? Я просто знаю, что есть лаки для стемпинга, которые стоят там по 500, по 600 рублей, знаете, там такие цены, ну, может быть, там даже за 400, в принципе, да, вот если так разобраться. А, так, девочки, наверное, экспериментом мы уже закончим на этом, да? Вот, я сейчас переверну камеру так, чтобы видеть, руками не махать. Также я знаю, что очень многие говорят о том, что вот вы приобретете именно наши лаки для стемпинга, именно наши пластины для стемпинга, и у вас все сразу начнет все получаться. Девочки, получаться должно и с обычными лаками, вот вообще обычными, даже не для стемпинга. Получаться должно и, я не знаю, там, и с китайскими пластинами, и с другими пластинами других торговых марок, других стран. Стемпинг должен получаться просто всегда. Вот и все. Тут самое главное приноровиться, самое главное понять, как это все дело работает, и тогда вам абсолютно будет неважно, какая пластина, откуда она. Вам самое главное для вас это будет какой на пластине рисунок. Вот вам этот рисунок нужен, вот вы берете его и отпечатываете.
Там при этом не нужно там думать о том, что, ой, а вот у меня, например, вот этот рисунок, он отпечатывается только каким-нибудь одним лаком для стемпинга. Ну как такое может быть, да? То есть это, ну, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому, конечно же, я единственное, что от себя я всегда советую, это именно ну вот двойные штампы. Я не то чтобы говорю, что вот купите вот этот двойной штамп и у вас все получится. Не в этом дело. Этот штамп действительно многофункциональный, и сколько бы я ни приобретала их, они разные. Они разные у разных поставщиков. Там подушечка бывает мягче, бывает жестче, бывает более липкой, бывает менее липкой, но тем не менее они почему-то все работают. Но пока что у меня не попадался вот такой вот двойной штамп, и чтобы он не работал. Поэтому, наверное, я и рекомендую именно эти штампы, потому что я знаю, что неважно, где вы там его закажете, у какого продавца, в любом случае он будет рабочим. И он действительно рабочий, и хороший обзор, все в нем хорошо. Вот, мы с вами, в принципе, сегодня, думаю, закроем вот эту тему по поводу того, что посоветуйте какой-нибудь белый или какой вот этот лак белее или этот лак чернее. При создании дизайнов этой разницы особо видно не будет. И, например, переплачивать, ну вот, скажем, этот лак чернее, да, а там пойдите и заплатите за флакончик там в 2 раза дороже. Ну, смысл какой? К тому же сейчас вот очень много там мы используем реверсивный стемпинг, это там мы вообще закрашиваем, то есть там слой толще в любом случае. Поэтому я опять-таки, мы сегодня разобрали с вами, в принципе, самые такие ну, марки, которые на слуху, да, то есть торговые марки, которые на слуху. Ну, может быть, Mundo de Uñas не у всех на слуху, но я думаю, что есть один очень такой вот хороший блогер, которая, в принципе, вот эти вот мундосы начала вводить, скажем так, это Катерина Ворд, да, я помню еще давным-давно когда-то смотрела ее видео, и вот она как раз-таки их там и рекомендовала. Многие ли побежали заказывать, я не знаю, но думаю, мало-мальски себя уважающий блогер, да, наверное, ну, в то время, когда лаков для стемпинга было не так много, и не у всех торговых марок были представлены лаки для стемпинга, и мало того, я скажу, что, например, ну да, у Мойры были представлены лаки для стемпинга, но они были дорогущие, да, там за каждый флакончик, то Mundo de Uñas это, в принципе, у них недорогая цена за флаконы. Единственное, там вот это вот Марокко с заказом, с доставкой из Мексики, там это занимает где-то недели 3, месяц, вот так вот, ну, ко мне, во всяком случае, вот так вот пришла посылка, она отслеживалась до России, там нет никакой гарантии, все это на свой страх и риск, понятное дело, а вдруг там Почта России где-нибудь бы потеряла эту посылку, тоже кто потом чего там вернет, да, пойди потом там с мексиканцами разговаривай о том, что, ой, а мне посылка не пришла. Тем не менее, ко мне пришла посылка, все нормально, все было хорошо запаковано. Но да, на сегодняшний день я попробовала, конечно, их. Они мне нравятся. То есть в работе шикарные, да. В пигментации, вот как вы сами видели, это в принципе на сегодняшний день самые лучшие. Заканчивается там вот Mundo de Uñas. Ты будешь заказывать еще? Я скажу нет. Ну, не пойду я еще заказывать. Я лучше вот возьму там, да закажу или Коразонов, или тех же самых, тот же самый Данс Легенд. Ну вот если уж мне не горит, то могу заказать у Born Pretty. То есть вот я для себя просто вот эти торговые марки выбрала, и я постоянно эти коллекции поддерживаю. Очень мне нравятся лаки от Beauty Big Bang. От Beauty Big Bang лаки для стемпинга. Они мне очень нравятся, безумно. У них белый был самый белый, и я его тоже, ну вот он у меня уже там нету, да, то есть, это даже, это не, я сейчас покажу. Вот Beauty Big Bang, вот видите, он у меня там вообще на донышке, и вот прям берегу, потому что Beauty Big Bang, они сейчас, к сожалению, а,
Ну, то есть не возобновляют производство лаков для стемпинга. Я очень надеюсь, что у них будет какой-то ребрендинг, возможно, там изменятся флакончики, но я очень надеюсь, что их формула лаков для стемпинга не изменится, и когда они начнут заново их представлять, обязательно закажу у Beauty Big Bang. У них действительно хорошие тоже лаки для стемпинга. Почему их нет сейчас на тестировании? В каком-то из своих видео я сравнивала Beauty Big Bang и Born Pretty. Я уже не помню, это видео было тоже давно. э, И как раз-таки то тестирование показало то, что у Beauty Big Bang по пигментации лаки были намного лучше, чем Born Pretty. То есть я тогда еще даже сказала и показала, что вот у Beauty Big Bang у них прям кипельно-белый, прям белоснежный белый. Ну, понятно, черный, он там, они все как бы черные, но тем не менее, вот прям белый был у Beauty Big Bang. Но я говорю, он у меня заканчивается прям на донышке, и я его прям берегу на какие-то там особые случаи. Не знаю. А так, в принципе, то есть если Beauty Big Bang не возобновят производство лаков для стемпинга, то, конечно же, будем заказывать и дальше, ну, лично я буду заказывать дальше Bon Priti. Другого делать. Но эм, просто тут самое главное понять еще такой момент, знаете, когда ты находишь как вот что-то такое, что тебе нравится, что тебе устраивает, и ты готов за это заплатить, да, вот покупать, приобретать, что-то сомнительное, то, что вот ты еще пока что не знаешь. Мало того, потом в работе ты будешь хвататься за этот флакончик, да, пытаться что-то сделать и лишний раз нервничать. Вот то же самое у меня было, например, с лаками Planet Nails. Когда-то в свое время я их приобрела, и вот, верите, я их просто положила вот туда вот куда-нибудь там в долгий ящик, куда-нибудь далеко, и достаю, и то я помню, да, в голове, что вот я их буду доставать тогда, когда я буду раскрашивать, например, да, там реверсивные сты, ну, чтобы хоть как-то их израсходовать. Жаба, видать, душит меня, поэтому вот. Но даже при раскрашивании, вот когда я реверсивный стемпинг раскрашиваю, я все равно, моя рука цепляет какой-нибудь флакончик Born Pretty, либо Dance Legend, либо Эль Corazon. То есть, понимаете, то есть вот на каком-то вот совсем неосознанном состоянии, то есть вот я раскрашиваю, мне нужен золотой, вот я взяла золотой и начала раскрашивать, хотя я знаю, что у меня вот есть в Planet Nails, и мне его надо там как-то дорасходовать. Ну, то есть вот руки даже вот в этом плане не тянутся. Не знаю, как это назвать. Не знаю, девчонки, как у вас, вообще делитесь своими мнениями по этому поводу, но я очень часто ловлю себя на мысли. Вот я, например, хочу что-то израсходовать. Ну, в каком плане? Я хочу не то, что я хочу завершить, но ну, вот как-то добить этот флакончик, ну, хотя бы пускай там на донышке останется. Потому что вот взять и просто выкинуть, у меня как-то, а вдруг там, знаете, там когда-нибудь вдруг пригодится. Не знаю, вот такое у меня какое-то мнение в моей такой вот голове. Девочки, почитаю ваши вопросы, ваши комментарии. А, так, где я тут? Татьяна Лавнес. Так, слышно хорошо. Спасибо большое. Полина тоже Обласова написала, что слышно. И Ирина, слышно. Спасибо, девочки, спасибо. Татьяна Лавнес. И запах у них капец. Это, я так понимаю, про Мунда де Унис. Да, запах у них есть. Я не стану с Танечкой спорить. А, Я не стану с Танечкой спорить, как по поводу половой краски. Вполне возможно, что-то такое есть. Ну вот мне вот что-то какое-то, как каучука, вот какой-то такой вот резины, что-то в этом роде. Не знаю. Кому что, видишь, у кого какие ассоциации. Ростовчанка удалила сообщение. Здравствуйте, Ростовчанка. Так, Татьяна, пластина, классная. Пластина действительно, вот, пожалуйста, да, у Апротега. В принципе, ну, бюджетные пластины, какие хочешь, причем в каком плане бюджетные? Они бюджетные, они на подложке, да, ну, то есть, учитывая то, что они на подложке, в принципе, цена довольно приемлемая.
Ростовчанка, здравствуйте. Девочки, чем вы разбавляете лаки для стемпинга или их разбавлять нельзя? Хороший вопрос, ростовчанка. У меня есть по этому поводу прямой эфир. Ну, я тут тоже могу показать. Вот, есть вот такие вот разбавители лаков для стемпинга. Это обычные разбавители, они так и называются, жидкость для разбавления лака для ногтей. Просто для обычного лака для ногтей. Причем, например, вот в какой-нибудь вот такой вот флакончик вам понадобится там 5 капелек вот этого средства. Есть также специальное средство, это разбавитель лаков для стемпинга, это от компании Dance Legend, тоже 3 флакона, я их уже у меня в разных просто в разных коробочках они лежат. На этот разбавитель есть обзор также на канале, пожалуйста, ростовчанка, посмотрите, я думаю, вам будет очень интересно, потому что по свойствам вот этот разбавитель и вот эти разбавители, они отличаются. Так, Татьяна Love Nails. Танечка, спасибо тебе большое, что ты в чате. Здравствуйте. Разбавлять можно добавлять жидкость для разбавления обычного лака. Для начала 5-6 капель, перемешать, потом смотреть по ситуации. Также необходимо добавлять шарики для перемешивания. Ну, вот сейчас у многих, да, эти шарики, они уже как бы есть. Дальше Танечка пишет, если изначально шарики... Так, ростовчанка, Танечка, спасибо большое. Татьяна Лавнес, диаметр шариков 4 миллиметра, можно их заказать на Али. Могу показать эти шарики, как они выглядят. В Бонприте, кстати, вот такой вот наборчик из вот таких вот шариков. Он прям так и есть. Шарики для разбавления лаков. В комплекте их тут, ну, не знаю, сколько раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 штук. 20 штук надолго хватит, в принципе, да, на 20 флакончиков. Так, папа двух дочек, здравствуй, здравствуй. Ростовчанка, у меня такие есть, как и лаки с Али. Очень люблю Кац, крайний раз пришли очень густые. Это те, что в стеклянных пузырьках. Надо разбавлять. Ну, кацы у меня были несколько флаконов от кац, но я их добила. Все-таки по пигментации не могу сказать, вполне хорошие лаки. Единственное, что мне в них не устроило, это формат выпуска. То есть вот эти вот, ну вот видите, у вас стеклянные флаконы, а у меня были тогда в пластиковых флакончиках, таких тоненьких, и ужасно мне неудобно было их использовать, потому что они постоянно у меня падали. Когда еще лак заканчивается, так они вообще просто летают по столу, как-то так. Поэтому с катцами я завязала. Ну вот, то есть, знаете, вот это вот лак вроде бы хороший, но вот форма выпуска как-то не зашла, и вот все на этом. Так, Полина Обласова купила на пробу самый обычный черный лак. Попробовала в стемпинге, он получился темно-зеленый. Ну, значит, в этом черном есть зеленый подтон, ну, как бы черный, да, добавили для такой, может быть, глубины цвета. Но есть обычные черные, просто это, да, конечно, нужно смотреть тоже. Обычные лаки вполне подходят для стемпинга. К тому же вот у нас в прямом эфире была такая тема, девочки задавали вопрос по поводу пластин для фона. И мы пришли там к выводу в прямом эфире, что в принципе зачем как лак для стемпинга, а какой-нибудь обычный лак для стемпинга. Соответственно, когда вы отпечатаете вот этот рисунок а, в качестве заднего плана, он будет у вас не ярким, то есть не таким ярко выраженным, соответственно, потом вы уже поверх него печатаете там какой-то другой рисунок уже лаком для стемпинга, и у вас получится задний фон, передний фон, то есть обычные лаки для стемпинга я бы не стала исключать. Вот. Дальше. Марина. Марина Пород. Добрый вечер. Здравствуйте, Марина.
У Dance Legend есть разбавитель. Да, все верно, я вот показала его тоже. У них, кстати, у Dance Legend есть и обычные разбавители, и вот разбавители лаков для стемпинга. Так, Полина Обласова, Beauty Big Ben очень удобен по консистенции. Там и кисточка мне нравится. Там некоторые девочки жалуются, ну, как говорили, да, во всяком случае, в обзорах, что у Beauty Big Bang очень широкая кисть. Она, да, она действительно широкая. Но для стемпинга, не знаю, да, вот так вот. Но для стемпинга вот лично мне удобнее. Вот пару мазков сделала и все замечательно. Ну, то есть, если мы расцениваем именно как лак для стемпинга, то я, например, считаю Beauty Big Bang, да, ну, очень удобная кисть. Так, Татьяна Лавнес, Beauty Big Bang, Борный, Николь. Жаль только, что у Beauty Big Bang перестали выпускать лаки для стемпинга. Да, очень жаль, Танюш, мне тоже очень жаль. Татьяна Лавнес дальше пишет. Калейдоскоп, Лесли, WhatsApp, Nails. Не знаю, к чему это. Ну, наверное. Mondo de Unis хороши по пигментации, но не могу ими пользоваться из-за запаха. Ну, я просто, так как я работала акрилом, поэтому мне уже, наверное, вот так вот сильно какие-то запахи не слышатся, поэтому мне в работе запах от Mondo de Unis не мешает. Ну, как-то мне нормально. Ростовчанка. УКАС отличная палитра, как и у приличных, наверное, марок. а, Сменяемым желтым, например, пока не добралась. Ну, я вам скажу, что приличные марки, я не знаю, что вы имеете в виду, ростовчанка, что в вашем понимании приличные марки, но, например, вот у Born Pretty я не скажу, что прям намного дешевле лаки, чем у Эль Коразон. К тому же, например, на сайте Эль Коразон очень часто бывают скидки 15-20%. Там вот скоро я 100% уверена, будет новогодние скидки. И новогодние скидки будут и у Дансов тоже. А по пигментации... Вы также смотрите, что, например, у Калейдоскоп есть два формата выпуска. Есть вот такие большие флаконы. Так, сейчас я найду. И есть... Есть вот такие поменьше флакончики. Вот эти поменьше флакончики, они вообще прям там, я не знаю, ну, как-то совсем недорого стоят. э, Даже по сравнению с Born Pretty на AliExpress. То есть они стоят, по-моему, даже дешевле, чем Born Pretty на AliExpress. Ну, вот такие вот 15 миллилитров. Поэтому, а желтый э, в Элькоразоне там это просто шикарный желтый. Вот 0,5 номер. Yellow. Очень хороший желтый. Поэтому я просто, может быть, не так вас поняла. Ну, то есть вот если мы говорим именно о вот этих торговых марках, то я считаю, что тут цена-качество просто замечательный. И поэтому вот и вопрос, да, есть ли смысл переплачивать покупать лаки для стемпинга за 500, за 400 там, или даже за 300 рублей, вот есть ли в этом смысл? То есть, как по мне, например, так нету абсолютно. Татьяна Лафнел. Желтый и красный шикарный у калейдоскоп. Вот правильно, у калейдоскоп. Ну вот тут Лесли также пишет. У китайских они все не очень. Даже у Born Pretty я соглашусь. И желтый, и красный, ну, скажем так, намного уступают и калейдоскопом, и Dance Legend. Во многом уступают. На камеру разница практически может быть, да, ну, я не знаю, вот я показывала вам, на камеру, может, оно не видно, но в реале, ну, очень сильно видно, что мундосы более пигментированы, чем калейдоскопы. Ну, как я уже сказала, это, ну, в обычной жизни на вытянутой руке, знаете, вам никто не скажет, я говорю, и не подойдет, и не скажет, о, это Мундо де Унис, о, как круто, такой белый. Нет. Это я знаю благодаря Виктории и вам, Татьяна Ростовченко. Спасибо большое. Татьяна Лафнес. Китайские все зеленые, желтые, повторюсь, шикарный желтый
И красный у калейдоскопа и Лесли. Спасибо. Окей. Ну, по поводу Лесли я ничего не могу сказать, у меня их нет, поэтому по поводу калейдоскопа, да, подтверждаю. Но мне также нравится, например, красный у Данс Легенд, причем не 19 номер у Данс Легенд, красный мне нравится, а первый вот у Данс Легенд, красный очень, очень хороший. Так, а, так, Татьяна пишет. Калейдоскоп шикарный, пигментация у них огонь, сейчас еще новинки появились. Ну вот у Данс Легенд тоже новинки есть. Ростовчанка. А можно сперва отпечатывать белым, потом желтым? Тогда и на черном видно. Но это нужно очень хорошо прицелиться. Конечно, можно, да, и это тоже в видео неоднократно. Многие блогеры это все показывают, и я это тоже уже давным-давно показывала. Но просто насколько часто мы используем черный фон. Потом, да, действительно, вы должны прям вот попасть, скажем так, вот прям тютелька в тютельку. А не проще ли тогда раскрасить это теми же самыми, я не знаю, там, ну, если липкость позволяет, то пигментами или теми же акварельками, или каплями акварельными, или витражными гель-лаками. Ну, то есть, если мы используем черный фон, на него отпечатываем рисунок, стемпинг рисунок белым лаком для стемпинга. Соответственно, так как черный фон у нас, мы можем раскрашивать этот белый отпечаток, белый рисунок чем угодно. Поэтому, Татьяна Love Nails, можно и так, но хочется... Хотя малопигментированные лаки для стемпинга тоже могут пригодиться в дизайне. Ну, я и говорю, что в качестве фона, да, какого-то там на заднем фона, да, какого-то там на заднем фоне отпечатали рисунок, потом на переднем фоне уже отпечатываем нормальным лаком для стемпинга. Так, ростовчанка. Ага, Николь беру иногда, чтобы фольгу на него печатать. Он самый малопигментированный из всех моих китайцев. Николь Дари. Ну, Николь Дари я тоже перестала покупать. Не Дари я тоже перестала покупать. Не знаю, мне не нравится. Ростовчанка пишет The Joy, отличный белый из китайцев. Ну вот по поводу пигментации, да, многие девочки тестировали и говорят то, что The Joy, они по пигментации в принципе хорошие, но они смазываются гелевыми материалами, и это не очень удобно при работе. Материалами, и это не очень удобно при работе. Любовь, здравствуйте. Но мне же видно, когда хочется, что хочется очень белого. Беру Beauty Big Bang, когда нежности. Вообще обычный лак. А чтобы было видно, но яркость не важна, то Николь Дари подойдет. Ну вот, пожалуйста, Любочка, спасибо большое, что поделились своим опытом. Добавила в Николь Дари белого пигмента и нормально. Тоже вариант, да? То есть берем любой обычный даже лак, белый лак, и добавляем туда пигментов, которые тоже также можно приобрести на Алиэкспресс. И вот вам лаки для стемпинга. Все правильно. А цветочки для реверсивного стемпинга вообще обычным черным, коричневым отпечатываю. Тогда рисунок выглядит естественно, а не чернильница. Да, Любочка, спасибо большое, что поделились своим опытом. Ростовчанка, я серым люблю отпечатывать под реверсивный стемпинг. Причем иногда лак даже может быть обычным. Вот тоже вариант. Все правильно, я считаю, все правильно вы делаете. Так, это ростовчанка писала сейчас Любовь С. Обычным серым мне пока не получалось сделать. У меня слишком светлый, поэтому использую для стемпинга Beauty Big Bang. Ростовчанка отвечает Beauty Big Bang. Жаль, у них уже почти нет лаков. Вот прям вот действительно очень. Любовь С. Думаю, может закупить остатки. Ну, остатки уже заказали, знаете, вот которые там цвета не хватает. А вот те цвета, которые прям у них ваш огонь, бомба, вот их вообще нет. Э, Ростовчанка, жаба это наше все. Да-да-да, все правильно.
У всех, значит, у нас где-то есть внутри жаба. Так, ох, это жаба, Любовь С. Да, Любочка. Любовь дальше пишет. Знаете, для меня относительно Протега даже вопроса не возникает и стоимости, насколько они великолепны. Дальше вот тоже Любовь и пишет. Также Пиктю. Идеальные, да еще без подложки, мне так удобнее. Ну вот я говорю, то есть сейчас, по большому счету, это вот раньше, да, когда, например, там 3 года назад не было такого разнообразия пластин. Мало того, скажу, что не было поголовного такого хорошего качества пластин для стемпинга и лаков для стемпинга. Конечно, мы искали, ой, там, ой, кто-то сказал, что вот эти лаки для стемпинга хорошие. Бежишь и покупаешь, и там тебе не важно, сколько это стоит, потому что, ну вот, не было такого изобилия, не было такого разнообразия, не было такого ассортимента. А сейчас переплачивать вот как-то или где-то там заказывать за 3-9 земель, чтобы тебе привезли вот эти вот там супер пигментированные какие-то лаки, супер хорошие, ну, на мой взгляд, да, смысла абсолютно никакого нет. Где поближе, там и взяли. И все будет плюс-минус одинаково. Если раньше, да, действительно, вот, ну, попадались там даже не то, что лаки для стемпинга, это, наверное, просто были какие-то, я не знаю, там такие вот обычные лаки, действительно добавили туда быстренько пигмента размешали, и вот нате вам, пожалуйста, лак для стемпинга. Сейчас это у каждой торговой марки уже, скажем так, производство, да, именно лаков для стемпинга. Поэтому я думаю, что сейчас уже такой ситуации не будет. И они будут там по пигментации плюс-минус немного отличаться, и на расстоянии вытянутой руки никто даже не поймет, какой у вас там, чем там отпечатан, скажем так. Уже такой немножко перфекционист, но я тоже стараюсь иногда вот этот выключать его в себе, да, то есть и на мой взгляд легче легче жить становится, когда вот немножко выключишь так вот, и так сойдет. И все, и нормально. Поэтому, ну вот как я говорю, мы сегодня с вами посмотрели, в принципе, по большому счету, вот я сейчас смотрю вот на расстоянии вытянутой руки, вот если убрать вот эти вот 2 типса, которые отпечатали обычным лаком, ну вот все хороши, все хороши, и все имеют место быть. Девочки, спасибо вам огромное за то, что поддержали меня в прямом эфире. Мне очень приятно с вами общаться. Отдельное спасибо, что делитесь своим опытом, рассказываете свои истории. Пишите о своих предпочтениях. Это очень важно, поверьте мне. Многие, например, потом уже, когда пересматривают видео, читают, и тоже, как говорится, эта информация 100% для них была, ну вот, какую-то информацию у них в голове отложила, и 100% это полезно. Поэтому спасибо вам огромное, что вы делитесь своими историями, своими лайфхаками, своими предпочтениями. И от меня вам низкий поклон, что поддерживаете меня в прямом эфире. Я буду с вами прощаться. Еще раз вам всем большой-большой привет. Всем спасибо. Все, до новых встреч. Кстати, на следующей неделе, как обычно, да, на следующей неделе, во вторник, я надеюсь, мы с вами увидимся, и там я затрону такую тему, как именно перекрывать стемпинг рисунок. Мы будем с вами перекрывать различными базами, гель-базами, гель-топами, и будем смотреть, где у нас будет смазываться, где у нас будет не смазываться, и попробуем найти общую закономерность. Я сейчас активно тестирую эту тему, тестирую различные лаки для стемпинга с различными базами и с различными топами. Ну и думаю, следующий вторник будет также интересный прямой эфир. Надеюсь, во всяком случае. Буду рада, если вы меня также поддержите. Все, девчонки, всем спасибо. Всем пока-пока. Целую, обнимаю.